На канале новости моды, красота, стиль, тренд. Приветствую вас на канале Best Hair Play. Сегодня в видео мы рассмотрим современная химическая завивка волос и 10 важных факторов, которые нужно знать перед походом на химию, биозавивку или карвинг. По моему мнению, локоны всегда были и будут на волне популярности. И мы решили разобраться, как забыть о плойке, сделать химическую завивку и ни о чем потом не жалеть. Ну а пока мы продолжим, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями, жмите на колокольчик, чтобы узнавать все более новые интересные техники в мире парикмахерского искусства. Итак, с точки зрения эксперта, химическая завивка – это изменение структуры волос благодаря воздействию специальных химических составов. Из прямых волосы могут стать аккуратно вьющимися, из непослушных – сформированными в удобные для укладки локоны. И сразу возникает вопрос, можно ли сделать домашнюю химическую завивку волос? Нет, категорически нет. Если вы хотите выглядеть достойно, то доверьте эту процедуру профессионалу. Как же мастер делает химическую завивку волос? Первое, на что мастер должен обратить внимание, это на исходное качество и состояние волос. Не было ли смывок, нет ли закрашенного в темный блондо, кератинового выпрямления или других салонных процедур. Второе. Мастер подбирает состав. Они существуют в разных видах для нормальных, окрашенных и труднозавиваемых волос. И третье. Мастер вместе с клиенткой выбирает размер локонов. Для химической завивки существует много способов накрутки. Покажите мастеру фото той прически, которую вы хотите получить. Сейчас в тренде также химическая завивка для мужчин. Итак, правильно определиться с выбором идеальных локонов для вас поможет знание о видах химической завивки волос. Существует два вида химической завивки по длительности эффекта – перманентные и полуперманентные. Перманентная завивка – это классическая долговременная химическая завивка. Она делается на составах щелочной или кислотной средой. Локоны будут держаться до тех пор, пока вы сами не решите их срезать. Повторять такую процедуру еще раз на ранее завитые волосы очень нежелательно. Полуперманентная завивка – названий у нее много. Карвинг, долговременная укладка, биозавивка, легкая завивка. Это недолговременная щадящая завивка, составы для которой имеют кислотную среду. Секрет заключается в том, что основой полуперманентной завивки является цистеин. Это аминокислота, входящая в состав почти всех природных белков. Обычный эффект от такой завивки сохраняется от 4 до 8 недель в зависимости от степени повреждения исходных волос. Повторять такую процедуру можно сразу. Для волос это не травматично. Сейчас рассмотрим виды химической завивки по эффекту. Первое. Мокрая химическая завивка. По сути, ее не существует, так как называется эффект мокрых волос при укладке химической завивки. Чтобы его добиться, на чистые влажные волосы наносят крем для формирования локонов и оставляют сохнуть естественным путем. Второе. Крупная химическая завивка. Это вариант делается на бигуди диаметром не более 2 см. На более крупные бигуди кудри не получаются. Чем крупнее кудри, тем меньше по времени они будут держаться. Возможно, такая завивка вас порадует всего 1 или 2 месяца. Третье.
Прикорневая химическая завивка не считается отдельным видом завивки. Такая технология накрутки есть. Все волосы прячут в фольгу и состав для химической завивки наносят только на пару оборотов и корней. Внимание! Лучше повторить полуперманентную завивку, чем делать прикорневую. Эффект от нее не самый лучший. Как вы, наверное, уже знаете, что существует множество вариантов бигудей или коклюшек для химической завивки волос. Это классические, попелетки, спиральные, американские коклюшки, японские палочки, вагеры. В образовании красивого локона очень важна техника накручивания волос на коклюшки. Вот мы используем такую специальную бумагу на кончик нашего локона, чтобы мы могли, во-первых, хорошо закрепить локон на бигудях, и во-вторых, когда мы будем пропитывать составом, то бумага донесет этот состав нам до самого кончика волос. Вот посмотрите, какими мы горизонтальными в конце движениями распределяем волосы равномерно по всей коклюшке. Обратите внимание особое на резинку. Чтобы она не преломила наш красивый локон, мы должны ее расположить строго сверху бигудя. Сами локоны мы накручиваем не перпендикулярно к голове, а с движением вперед на 25 градусов. Существует классическая схема разделения головы на зоны при химической завивке. Вот такая, 9 зон. Но существуют и другие схемы накручивания волос на бигуди. В зависимости от того, какой результат хочет получить парикмахер, он использует эту схему. Вы должны знать основные правила ухода за волосами после химии. Если их придерживаться, то вред от химической завивки будет минимизирован и не отразится на качестве волос. В день химической завивки не мыть голову, а сделать это лучше через 2 дня, потому что необходимо время для того, чтобы окончательно стабилизировались и зафиксировались дисульфидные связи в новом виде. Мытье волос предполагает двукратное использование шампуня по типу волос. В основном шампуни рекомендуются именно для кудрявых волос. Они помогают формировать завиток. Все рекомендации вы можете получить от вашего парикмахера. Внимание! Процедуру перманентного химического накручивания волос и кератинового выпрямления вместе нельзя использовать, если только вот на такие жесткие африканские волосы. Почему? Потому что кератиновое выпрямление, как бы оно сладко не звучало, оно разрушает волосы так же, как и химическая завивка волос. Получается двойное разрушение волос. Красота требует жертв. Итак, в заключение всего можно сказать, что благодаря современным технологиям, техникам накрутки, видам специальных бигудей, коклюшек, химическим или биологическим составам для обработки волос и потом уходовым средствам, парикмахер-стилист успешно справляется с любыми пожеланиями клиента на долгое время иметь желанные
завитки, кудри или волнистые локоны. А вы были на канале Hair Best Play. Спасибо вам за просмотр и до новых встреч! Чао!